Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Привет мои подписчики, привет гости моего канала, привет Москва, привет Краснодар, привет Санкт-Петербург, привет ДНР, ЛНР, Украина тоже привет, Крым, Америка, Грузия, Абхазия, всем дорогие мои привет, Китай тоже особенный, пламенный привет. Германия молодец, Франция тоже молодец, Великобритания и тебе привет. Всем, кто меня знает, кто зашел на мой канал, всем огромный привет. Кстати, Таджикистан, Бахара тоже привет. Итак, нахожусь в лесу. Как все это получилось? Сегодня день был че. Мне бурили воду на участке, но получился казус. Первый, это машина мужиков, которые мне бурили, врезалась в забор. У меня это все снято на ролик. Это у меня есть, там будет такое, то есть выйдет. А второе, мы бурили, прошли метров, наверное, 20, и у нас головка бурильная, она застряла в корнях березы. Потеряли, короче. Смысл какой? Все это произошло в 4 часа дня, и, соответственно, что? Работа закончилась. Жена присылает мне сообщение о том, что надо собирать грибы, потому что она нашла гриб. Утром они заехали на работу и заскочили, и увидели грибы. Прислала мне эту фотографию, говорит, надо ехать. Все, я говорю, собираем манатки и едем. Вот таким образом я очутился сейчас в лесу, и идем за грибами смотреть, собирать. Лисички я уже точно видел, маховики тоже попадаются, белые должны пойти. Погода изумительная, и она это позволяет. Поэтому прямо сейчас, незамедлительно, пойдем вот туда, вглубь леса, и будем собирать грибочки. Погнали! При этом я вам скажу, что сейчас меня Юля зовет. Не знаю, потерялись они там или что, ну просто зовут. Может, грибы хорошие нашли. Короче, у нас банда из 4 человек. Это Оксана, мамуля, жена моя Юля и я. Идем, вот где-то они там кричат. Что они там кричат, я не знаю. Плохо слышно. А нет, вон там где-то. Во, кто-то там на горе, я вижу, сидит. Это кто? Это Оксана. Неужели там грибы вовсю прут? Короче, идем. Результат должен быть какой-то быть. Немножко такой. Правильно. А, вон Юля. Вон. Юля. А, 5. Нас 5. Еще Бася. Еще Бася нам помогает. Короче, грибы поперли. Поперли бегом срочно собирать. Идем. Бася идет, мне показывает, где там гриб белый вырос. То есть я пока переодевался, уже нашли грибы. А я тут хожу с видеокамеры. Так, а где он тут? Сказали, увидишь. Ну, под деревом. Видите? Я тоже не вижу. О, вижу, нифига себе. Вы увидели его? Вы его увидели? Вообще балдежный. Раньше его там не было. Мы тут ходили за черникой. А, чернику, да, вот здесь на плантации мы чернику и собирали. Ну как? Есть у вас на экране что-нибудь? А, ребят? А я вам покажу. Показываю. Вот это, да, вот это я понимаю. Красотуля. Просто шикардосная красотуля. Вот он. Вот такой вырос. О! Вот сейчас я буду его выкручивать своими умелыми руками. Кстати, да, хотел вам сказать, что вот время 6:15, то есть к 6 часам мы сюда в лес приехали. Ух ты, какой хруст-то стоит. Прям хрум-хрум, как морковка. Ух ты, вот таких бы найти сейчас десятков. 3 или 4, а может даже 5. Сейчас проверю его на червячки, но думаю все-таки, что их не будет. Он такой тяжеленький, увесистый, потому что недавно вырос. Вообще без червей. Самое интересное, вообще без червей. Вот такой как бы самый благородный, самый классный. Самый чистенький белый грибочек. Вообще ни одного червячка не сидело на нем. И мухи не было. Ой, класс. Сейчас вот туда пойдем еще собирать.
То, что поздно приезжаем за грибами, это дает о себе знать. Каким образом? А таким, что кто-то уже лисички срезал. Вот эту лисичку пропустили, а все остальное срезано. Поэтому нам достаются только остатки. Ну, остатки, как известно, сладкие. Да, кстати, вы можете сказать: ой, ты какой ножик взял. Честно скажу, это ножик у меня и грибной, и я строю им баню. То есть конопачу, а это у меня смола. Я ее не очистил, не успел очистить и сразу вот в лес полетел за грибами. Так, здесь еще что-то было. Да, вот, смотрите. Вот оно срезано. Вон срезано. А это у нас что? Сыроежки. Сыроежки готовятся подняться из земли повыше над иголочками. Во, посмотрите. Смотрите, какие поляны были толстые лисичек. Толстые ножки. И вот еще тоже. Но нам они не достались. Так, а это что у нас тут за гриб? Ух ты какой. А, это у нас дедушкин табак. Один созревший. А вот этот еще нет. Так, вон сыроега. Вот поганка. Короче, поздно мы приехали, потому что кто собрал у нас? Правильно, те продавцы, которые на трассе стоят, торгуют, они, похоже, и все срезали. То есть мы на их местах. Либо, может, они на наших. Не знаю. Ну, мы все равно что-нибудь найдем. С вашей помощью. Спасибо большое. Спасибо, что пишите комментарии. Нет, действительно. Извините, что я не могу всем ответить. Я физически не успеваю это сделать. Прошу меня простить. По возможности я это делаю. Даже какие-то комментарии годичной давности, это вы тоже заметили, все равно я отвечаю на них. Но бывает такое. Просто занят строительством, за грибами. Погода не позволяет. Ну, в этом году прям как-то, я не знаю, ну маловато. Серьезно маловато. Вот смотрите, пока шел взгляд, бросил. Растет крупный кто? Да, маховик. Ну, он однозначно, похоже, червивый. Да, он уже здоровый. Ну, в любом случае, должен я же вам продемонстрировать. Хотя самое интересное нет. Он без червей, но он, смотрите, какой старый. Черненький уже. Уже ему подурнело. Ладно, пойдемте дальше. О, кстати, лисички, что ли, вижу. Похоже, да. Или были лисички, кто-то срезал. Да, точно. Кто-то срезал. Только не могу понять, а эти зачем они выкинули. Ладно, какие-то непонятные действия грибников. Ну, это тоже съедобные и вполне хороших размеров. Ну да, не знаю, что им не понравилось. Забираем. Не так мы. И вот еще тут рядом. Опа. Вот. Рыженькие. Сейчас прыгнут ко мне в корзину. Вот потихонечку будем собирать. Продвигаться в лес. Лес. Смотрите, какой шикарный. Просто шикарный для отдыха. Отдыха, сбора грибов и наслаждения. Наслаждения, единения с природой. Когда можно сказать: лес, спасибо тебе за то, что ты даешь грибочки. Большое спасибо. Как только произносишь, так появляются грибы. Вот, неважно какие, но сразу двое. Дедушкин табак и поганочка. Вот. Самое главное сказать спасибо. Ладно, пока идем искать. Как найду, я вам сразу скажу. Ребята, и не поверите, вот на этом месте только отключил камеру, я сказал до этого же, ну где-то 10 секунд назад: спасибо, лес. И что вы думаете? Сразу гриб белый.
Сразу белый гриб. Так что это золотое правило, оно работает. Обязательно берите на заметку, пользуйтесь им. Мне не жалко. Если будете лес благодарить хотя бы словами, то никаким ни мусором, ни пакетами, ни бутылками, ни стеклянными, ни полиэтиленовыми, а просто спасибо. И тогда вам будут попадаться грибы. Вот такие. В моем случае это белый. Ой, какой классный. Вот. Вот о чем речь, ребята. Вот. Спасибо, лес. Значит, еще найдем. И вот он тоже оказывается чистый, без червячков. Его не кусал. Никакой червячок не кусал. Ну что, мои хорошие подписчики, а? Что, Москва? Скажем спасибо лесу. И сразу получим белый гриб. Сразу же. Сразу. Спасибо. Вот он, красавчик. Вот он, маленький, белый красавчик. Аж сердцебиение такое учащенное. Вот. О, очень великие шансы, что его покусали. Он вот здесь мягенький в этом месте. Ну ладно, проверим. Сейчас проверю. Ну на вид, смотрите, какой прям сказочный, как из сказок. С другой стороны нет, он просто такой мягенький всего лишь. Сам по себе натура такая, что ли, душевная. Мягкий белый гриб, да, без червячков. Действительно здорово. Ладно, кладем. Получается уже столько грибочков. Опять же говорим спасибо и идем дальше в лес. После этого опять должны что-то найти. Моховик. Моховик. Ну, покусали его, конечно, покусали. Не стеснялись. Брали все самое вкусное от него. Да? К сожалению. К сожалению. Ну ладно, пошли дальше. Я говорю 4-й раз спасибо. Спасибо, лес. Спасибо, и сразу все ходят, ничего не могут найти. А я говорю спасибо и получаю. Ну, за такое как не сказать спасибо? За такое обязательно говорят спасибо. Нет, не за вот этот, а за вот этот. О, вот это он новенький. Новенький в плане того, что недавно вырос. Может даже сегодня ночью. Очень вполне, скажем так, правдоподобно и вероятно. Ну а если проверить его на наличие червячков, которые могли его искусать, я вам сообщаю. И этот грибочек беленький, он не видел червячков. Это самое главное. Вот его вот как раз и можно замариновать. Посмотрите, какой красавчик со всех сторон. Квасец, просто класс. Итак,
Я говорю спасибо лесу. И идем опять поглубже. Также хочу обратить ваше внимание на большое количество вот таких грибов. Поганочки. Их тут несметное количество. Растут они как опята. Посмотрите, их просто море. Море, и никому они не нужны. Ну, только сами себе. Ну и правильно, пускай дальше растут, а мы пойдем собирать белые. Маховики тоже съедобные. Я их не чураюсь и срезаю. Тоже благодарю за это, что они мне попадаются. Спасибо лесу огромное. При том, что тоже их червячки не кушали. Сейчас лучше увижу. Да, абсолютно. Без всяких отверстий. И идем дальше. Идем дальше. И тут нам что? Похожие на лисички, но это не лисички. Нет, ни в коем случае не берите их. Так. Лес продолжается. Лес не заканчивается. Поганки встречаются. А белые... Самолет летит. Вон там где-то в небе. Ай, красота какая. Какой же все-таки лес шикарный. Радует своими находками. В частности, это мне подвернулись лисички. Прям действительно хорошие лисички. Тонконогие, но лисички. И вот еще одна. А нет, парочка. Да, парочка. Ай, это какие грибы. Кстати, вон там где-то под бревном еще, под деревом лежачим. Да, вижу. Лисиху. Лисичка. Крупненькая притом. Вот она. Женщины куда-то упылили. Сейчас будем их аукать, кричать им, чтобы далеко не убегали. А то забудется. И что будем делать? Искать. Пойдемте. А вот и куча лисичек. Полянка шикарных лисичек. Сейчас я вам всю эту полянку обозначу. Можно сказать, чуть ли не полкорзины будет у меня сразу. С одного места. Ой, какие ноги длинные. Вот так получится сделать. Опс. Упс. Так. Давайте сначала вам покажу, сколько их. Потому что благодарю. Итак, раз. Дальше. Вот здесь 2, 3, 4. Дальше. Вот оно, продолжение полянки. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ребятки, надо, не зря приехали, даже после работы. Обычно так и бывает, дуракам везет. Или новичкам, как это говорится, что даже не ожидали, что насобираем грибы. А собираем, и самое интересное, белые. Белые, ну сейчас да, лисички. Но не оставлять же их лисичкам. Надо самим срезать. Ох ты, чуть не упал. Коленкой вот сюда облокотился. Больно. Что-то больно. Косточкой. Вернее, не косточкой, костью. Так, вот срезаем. Да, меня лес тоже благодарит. Коллега сделает. Смотрите, какая здоровая лиса. Прям размером такая вымахала. Как индейка. То есть есть курочки, есть перепелочки маленькие, есть потом курочки покрупнее, а потом есть индейки. Ну или даже как страус. Ого! Ого-го! Ребята, смотрите, какая она. Шикардос. Полный шикардос. Как я рад, ребята.
Друзья мои, как я рад, что могу с вами общаться. Пускай я вам все рассказываю, показываю, а вы смотрите. Не все же могут ходить в лес. Кто-то по здоровью, кто-то просто боится лес. У кого-то нету возможности, у кого-то нету денег, чтобы заправить машину. У кого-то нету в принципе леса рядом или под боком. Тогда, конечно, вам этот канал Юрганов Лайф вам в помощь, ну, в хорошую, в добрую, чтобы вы могли посмотреть и, скажем так, тоже прогуляться по лесу, насладиться. Я даже понимаю, как вы представляете, запах леса. Он такой немножко тяжеловатый, потому что он влажный. Дождики прошли, конечно, не вчера, чуть раньше, но тем не менее мох впитывает в себя эту влагу и долго еще потом ее отдает. И, соответственно, вот эти испарения, которые идут воды, насыщают этот лес таким тяжелым воздухом. Самое интересное, посмотрите. Сосны стоят без движения, вообще не шелохнутся. То есть полный штиль. Совсем безветренная погода. Ну а раз безветренная, вот все на месте. Кстати, это хорошо, это к туману. А туман в лесу, это значит грибам. То есть одно за одно цепляется. И получается много грибов в одной корзинке у Ивана Алексеевича из Томска. Так, и еще один гриб. Вот он. А нет, два, кстати, вот еще второй. Вот он спрятался, тут и рос. Растет, вернее. Так. Так. И где там нога у него? О, вот она. Классная, здоровая нога. Ребятушки. Все, лес. Тебе огромное спасибо. Большое прям спасибо. Ой. Хочу белые. Белые, потому что в этом году я собирал уже. Ого-го! Только встал. Вот лисички, вон. И вон целая поляна. Ну что, поехали опять резать. Ну это же здорово. То есть тут даже торговцы грибами, вернее, даже не приходили. Не знают эти местности. Кстати, в одном из роликов я это назвал лес имени канала Юрганов Лайф. Это он и есть. Серьезно, это та местность, которая здесь и находится. Как раз в этом лесу я и нахожусь. Имени Юрганов Лайф. Потихонечку корзинка наполняется. Шель-шевель. Так, дальше что тут? Это кто у нас? Ради интересно. Ух ты! Масленок, что ли? Точно масленок, представляете? Да, масленок. Ну ладно, пускай дальше загорает. Правда, он уже старенький стал. 3 лисички тоже заберу. Кстати, мы уже в этом году, Юля, вернее, мы насобирали, а Юля законсервировала, замариновала уже порядка 8 или 9 баночек лисичек. Маленьких таких, средненьких, где-то 0,5 литра, какие-то 0,7, немножко крупнее, но уже пошли запасы. Надо, конечно, чуть-чуть побольше. Почему? Потому что гостей много. Раздаем иногда даже, может, чаще, чем хотелось бы. Ну, бывает и такое. Поэтому запасы надо пополнять. И вот мы этим сейчас и занимаемся. Так, одна полянка, вторая, третья, пятая. Господи, да сколько их. Вот они еще, лисята. Побольше, поменьше. Повкуснее, посъедобнее. Это какая-то
Такая уже пересушенная, вяленая. Вот эту еще возьму и вот этих малышей. Все, можно идти дальше. Кстати, посмотрите сюда, как иголочки приподнимаются, да? Это что там, сыроега или что это? Но не грусть. Короче, опять говорю спасибо и погнали дальше. Да, сказал и сразу вот они, которые я заметил. Боже, вы смотрите, наверное, надеюсь. Честно надеюсь, что вы смотрите этот ролик на одном дыхании. Я тоже на одном дыхании собираю грибы. Все равно это интересно, увлекательно, азартно. При том, что они попадаются. Да, не столько много, как хотелось бы. Но учитывая то, что днем или утром кто-то тут уже точно прошелся, прогулялся. И однозначно пособирали. И то, что что-то мне попадается, это какое-то до счастья. Верно? Верно. Ладно. Пойдемте теперь еще. Пойдемте на тот пригорок. Такое ощущение, что там что-то может быть. Вон желтенькое я вижу. Может, лисичка. Даже лисичка и то хлеб, как говорится. И то хлеб. Нет, это оказался листочек. А, нет, вернее, гриб, ну какой-то козявочный. Не. Уходим дальше, вперед. Какие шишки, ах, какие лисички, сестрички. Вот что-то я как-то ноги слишком высоко срезал. Все, если честно, из-за неудобства, что одна всего лишь рука. Ох-хо-хо-хо-хо. Ох-хо-хо. Сначала выросли эти. Вот что-то как-то я действительно неправильно все это делаю. Ну да ладно. Так. Вот еще. Ножик, что ли, тупой? О, сейчас правильно. Правильно. Положительно. И передвинемся вот к вот этому лисенку. Опа. Good. Very good. Так, солнышко светит вечерним закатом. Какие маховики-то, а? Притом парочка растет. 2 штучки. Что же они нам скажут? Да, они скажут, что они червивые. Да. А этот такой же? Да, такой же. Вот еще тут 3-й. Ну, я думаю, он такой же. Поэтому оставь. О, а это кто у нас тут лезет? Кто это у нас такой смелый? Нет, точно не белый. Но сильный. Белый, но сильный. Солнышко все ниже и ниже. А самолеты все выше и выше. Никому не скажем, никому не покажем. Еще один белый гриб. Смотрите. Здоровый-то какой. Вот он. Вау. Ого, там нога. Вот такая нога. Представляете? Бомба. Бомбические белые грибы. Надо же.
покоряют мое сердце, вернее, покорили еще давно. И теперь я за ними охочусь. Ну и, конечно же, проверочка на червячков. Ух ты! Отменный результат. Червяков нет. И не будет уже. И уже не будет, потому что я этот гриб не отпущу. Бомба. Настоящая бомба. Потихонечку, потихонечку наполняется. Посмотрите, какой результат, да? Шикарно. Пошли дальше. Тут же у нас рядом подарки лесных жителей. Вот в виде вот таких казинак. Классно. Какой-то лесной мышонок, похоже, это все сделал. Мы его не боимся. Продолжаем гулять по лесу. О! И находить сразу грибы. В моем случае именно сейчас, в данный момент, это 2 лисички. Раз. И вот вторая. Приятно, очень приятно. Сказочно приятно. Душа отдыхает. Корзинка наполняется. Благодарю всех за все. Вам, подписчики, мои хорошие, за то, что вы подписались, смотрите мой канал, комментируете все мои походы. Не только походы за грибами, но ставите лайки. И в знак благодарности я вам тоже показываю вот такие моменты. Шел сюда увидеть, подумал, что вот это лисички. Очень похоже, но не лисички. А потом бац, взгляд повернул чуть-чуть правее и заметил вот такой домик. Прям красиво, посмотрите, когда прям такая крыша круглая, идеальная. Ножка такая светлая. Потому что это белый, друзья, боровой белый гриб, боровичок. Достаю его. Ух ты! Какой прям золотой. Сразу не отходя от кассы на наличие вредоносных всяких живностей, живущих в ножке гриба. И их не оказалось. Меня это вполне устраивает. Просто бомба. Где он? Пока не вижу. Прям надо мной. Вон он, смотрите. Вон он, над нами. Класс. А вот кто-то срезал белый гриб. Срез. А может даже наши срезали. Увидели, что с червячками. И может забрали. А, нет. Нет, посмотрите, вот его здесь оставили. Я не знаю, что там испугались или нет. Кстати, знаете что? Я его заберу и на участок себе рассыплю, брошу. Вдруг у меня будут белые грибочки, на что я надеюсь. Итак, это грибы для рассады. Погнали. Лес, спасибо, и за рассаду тоже. За все спасибо. О, похоже, маховичок.
впереди виднеется. Да. О, да похоже их даже двое. Точно. Точно. Начнем с этого. Ой. Приятность. Какая неожиданная. И вот еще один. Имеется в виду без червяков, без всяких вредителей. Продолжаем. Ну, скажу так, продолжать-то продолжаем, но женщины уже кричат: давай, Ваня, пошли, поехали домой. Время 15 минут 8. Теперь уже сегодня 3 августа. Вчера был день ВДВ. Солнышко уже световой день на убыль идет. Солнышко садится теперь все раньше и раньше. Ладно. К маме так к маме. Домой так домой. Пойдемте. Поедем. Нет, не поедем. Рано еще. Юля, рано. Потому что посмотри, что тут. Тут лисы растут. Рано еще домой. Ну, то есть, как всегда и бывает, что только домой надо идти, а тут появляются грибы, да все еще крупнее и крупнее. Реально, посмотрите, вот они, такие кусты. Месторождение, что ли, знаете, как это у нефтяников. Кусты там бывают. И у нас здесь кусты. Прям здоровенные кусты. Опа. Так. Дальше. Опачки. Все подряд. Перемешанные грибы, лисички с белыми, с маховиками. Все есть. Все есть. Только приезжай и забирай. Приехал в лес и забрал все грибы. Правильно? Правильно. Так можно ролик назвать, наверное. Забрал все грибы. Ничего не оставил. Даже когда уезжал домой. Вот. Как-то так потихоньку. Нет, еще один. Еще один. Еще один. Еще одна лисичка. Опа. Кладем. Ножик забираем и идем дальше. Вот куда сходить? Вот, ну есть же еще грибы. Куда уезжать, не понимаю. Ходи да собирай. Все, мне уже сигналит вовсю. Я ускоряю шаг и направляюсь непосредственно к машине. Все. На сегодня грибная охота тихая, прям реально тихая, закончилась. Потому что время вышло. Примерно час ходили. Сразу вот подведу свои итоги. Это у меня, ребят, вот сколько? Чуть меньше полкорзинки. Белые грибы, маховики, лисички. То есть полный набор, полный букет красивых таких грибов. Вон они уже сигналят. Меня потеряли. Да иду. Не волнуйтесь, не потерялся. Все. Ух ты! Тогда результаты я других не буду показывать. Они тоже там и белых грибов немножко насобирали, лисичек, маховиков. Всего понемножку. Итак, друзья, это был с вами... Ух ты! Прицепилась и не отцепляется. Итак, с вами был Иван, канал Юрганов Лайф. Друзья, я очень благодарен вам за все. Прошу, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем собирать грибы, строить баню. То есть будет много всякого интересного. Ну, конечно, по вкусу. Всем я угодить не могу. Пишите комментарии, если у вас грибы. У нас вот пока как-то не шибко есть. Ну, не шибко. Вон машина. Вон туда надо все. Не шибко. Соответственно,
Будут дожди, будут грибы, будут ролики. Будут ролики, будет много грибов, много подписчиков, лайков, комментариев. Ну, а я из леса уже выхожу. Все, солнышко все ниже и ниже. Погода отличная. Говорю, приятно с вами было провести время. Надеюсь, вам тоже было со мной приятно прогуляться по лесу. Всем привет. И Приморью, и Перми, и Москве, и Твери, и Казани, и Казахстану. Ребят, всем огромный привет. Ну, а сейчас я говорю пока. До новых встреч. Всего хорошего, счастья, любви, мирного неба над головой. Долгих лет жизни всем. И пока. Ой, какие палки. Все, отключаюсь. Все, пока. Ребятушки, по скрипту, вот уже уезжаем, все, готова машина. Юля кричит: стой, и Оксана кричит: стой, белый гриб. Друзья, вот он, действительно, вот он. Красиво так стоит и растет. Ну что делать? Конечно, остановимся ради такого. Ох, а там и масленок есть. Вот. Может и дальше где-то. Может такие надо грибы собирать. Я-то привык маленький, а этот, смотрите, есть где-нибудь еще? Видите? Подсказывайте, я не вижу. Ну должен же быть. Не один, они же кучками растут. А? Как будто вон там лисичка. Похоже на лисичку? Нет. Это у нас мухомор созревает. Скоро будет. Ну вот, друзья, на этом точно последний такой момент, что грибочки вроде как и есть, и их в то же время мало. Ну, охоты найти много, согласен, это такой азарт. Но на этой позитивной ноте теперь точно с вами прощаюсь. Пока.